Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Начинается у нас следующие 2 недели в совместном проекте «Необычный марафон». Вышло задание. Данный совместный проект организовала Оксана. Канал ее называется «Радуга подарков». Все девочки-блогеры, которые участвуют в этом совместном проекте, ссылки на их канал я оставлю, естественно, в описании под видео. Вышло уже задание на эту неделю, и Оксана решила как бы нас поощрить. И так как мы поработали хорошо на предыдущих неделях, мы можем начать какой-то новый процесс. Ну, естественно, у меня новые процессы я начну, потому что идут много других совместных проектов, да? Параллельно конкретно для этого совместного проекта я ничего начинать, конечно же, не буду, потому что есть что повязать с нуля. Вот. И, конечно же, нужно будет работать дальше с недовязами. Но на эту неделю что я хочу взять? Я не хочу брать ничего конкретного из процессов, но хочу поставить точку в тех процессах, которые у меня просто лежат на распуск. Вот, я вам сейчас покажу немножко этот масштаб бедствия, расскажу, почему так получилось. Первое, мне нужно будет распустить, вот я начинала вязать вот такие брюки. Это вязалось на машине, по выкройке, вот. Ну, я пробовала. И по расчетам это все было сделано, все вывязано, все вроде как будто бы все хорошо, но мне не хватает ширины моей вязальной машинки, да, она у меня, по-моему, на 150 петель. И не хватает, это вот максимальная, получается, ширина, вот здесь вот 150 петель идет, а мне надо здесь, чтобы было шире. Конечно же, можно кусочками вывязывать, да, и потом вот так вот пришивать, но я этого не хочу. Как бы я не рассчитывала свою выкройку, как бы я ни делала, у меня не получалось. Ну, я, конечно же, бросила это гиблое дело. Вот, 1 раз связала штанину, распустила, 2-й раз, и потом думаю, надо худеть, Анна. Вот, для того, чтобы твоя машинка могла брать и вязать те вещи, которые ты бы хотела, да. У меня получается машинка обыкновенная ЛК-150, по-моему, там на 150 петель. Да. И как-то в свое время я не удлинила эту машину, можно было секцию еще купить, и тогда бы мне хватило. Но, ладно, это уже в следующий раз. Вот, это тут у меня пряжа хорошая, это Vita Brilliant. Сейчас ее днем с огнем не сыщешь, поэтому она у меня пойдет, вот эта деталька, в распуск. Все, я ее распущу. Пригодится пряжа. Далее. Тут сестра мне подкинула, вот что-то она вязала. Вот такая вот пеструшка, я ее называю. Вот тоже распущу. Это я вот была в гостях, и она мне отдавала ту пряжу, которую я ей дарила. Она говорит, я вязать не буду. Ну, и она что-то покупала, ребенку вязала. Все, хобби у нее закончилось. Тоже пойдет в распуск. Это акрил. Далее у меня вот такая пряжа есть. И вот такие вот детали связаны были. Ой, она такая ядовитый зеленый цвет, да. Значит, что это у меня было? Это у меня был заказ. Мне заказывали платье связать. После того, как девушка сначала посмотрела, увидела пряжу по фотографии, а потом, когда я первую деталь ей отвязала, ой, да, она мне говорит, вяжи, мне очень нравится, все. А потом она говорит, я хочу заменить цвет ниток, можно ли это сделать? Ну, я подумала, что нет-то. Единственное, что я сказала, я вам целые моточки верну, а которые, израсходованные, я просто оставлю себе. Ну, на что она сказала, да, пожалуйста. Ну, что, вот лежит и лежит, да, никому не нужная эти вот детали. Я связала с другой расцветки, а это как бы мне осталось бонусом. Вот, нужно будет это тоже перемотать, и пусть лежит в кейках, они вот так валяются. Вот, ну и еще одно. Тоже было вот такое вот изделие связано.
Довязывать я его не хочу. Это вот как пробный вариант у меня был. Я вязала на машинке. Вот здесь какой-то, ну, тоже вязала, по-моему, года 2 или 3 назад. И чисто, знаете, такое комбинированное вязание пробовала. Пробовала верх, например, спицами, потом низ на машинке я вязала. Вот здесь делала вот такую вот внизу ажурную кайму, вот такую вставляла. Вот, и что-то, или ниток мне не хватило, или что, я не помню. Ну, вот у меня осталось, ниток нет, самой пряжи, да, а вот эти детали остались. Все вот тут пробовала, ну, это все у меня такой пробный вариант, видите, комбинированные. Вот, тоже хочу распустить такой цвет, это тоже акрил. Цвет приятный, девчонки, у меня есть кому связать, да, перевязать, и поэтому я тоже, это у меня пойдет в распуск. Вот, это вот так вот у меня лежит, я считаю, это как будто валяется, такой яркий цвет, этот салатовый, у меня аж глаза стали болеть, он тут мне сбоку положила его. Вот, и хочу перемотать, и думаю, что это тоже борьба с недовязами. Мы или довязываем, или полностью распускаем. Это одно из условий этого проекта. Ну, что у меня получится, естественно, покажу вам через секундочку. Покажу свой уже окончательный результат моей работы за эти недели. Снимаю вот еще с руки. Совсем забыла то, что у меня вот эти вещи лежали на распуск. Это все то, что я вязала своим детям когда-то. Значит, это вот был детский костюмчик вот с такой вышивкой. Конечно, вот эту деталь, это вышито, эту деталь я не смогу распустить. То есть я ее оставлю, отложу в бок. Вот это вот штанишки, я это распущу. Здесь тоже был свитер, в школу ребенок носил, тоже распущу. Это тоже вот я вязала свитерочек с Ализе Классик, тоже постараюсь распустить, потому что носился очень часто он, и немножко как, ну, не завалялась, ну да, так как такая плотненькая, видите, какая вот вязка. И вот, смотрите, испытание временем. Это вот Ализе Классик. Вот он. Посмотрите, ничего, никаких ни катушек, ничего нету. И вот такая вот. Тут я начала уже распускать, это мужской свитер был. То есть вот еще подкинула себе работки. Ну, как раз за 2 недели точно я успею все это размотать. Все у меня получилось. Оказывается, если хотя бы 1 час в день уделять этому всему, то можно было все это давным-давно закончить. Как видите, у меня, смотрите, сколько получилось кейков таких небольших. Вот. Ну, я думаю, что тут грамм по 50, по 100, вот так вот получилось. Вот 1, 2, 3, 4. Вот такой тоже попался. 5, 6. Кстати, я смогла распустить полностью, даже там, где было вышито. У меня там было связано интарсией. Оказывается, это просто было давно. Вот. И ну, серединку, получается, грубо говоря, я вырезала, выбросила, да, а основную часть мне удалось всю распустить. Вот так я везде у меня маркерочками закреплены начала, да, чтобы они не улетали, чтобы бардага не было. Так, это тоже пряжа классная. Это Naka Marvel Baby. Ее уже нет, не выпускают. Так, вся пряжа, в принципе, полушерсть. Это у меня сапфир от Виты. Не вот этот вот, который у меня красный, помните, я показывала, да? Это, тот от Color City, а это именно от Виты. Там тоже 50 на 50 шерсть. Так, только акрил у меня получается вот этот вот яркий, который цвет. А остальное все, вот они моточки, сколько получилось. Вот, и это даже тоже не акрил, а полушерсть. Я потом найду эту пряжу, не помню, что за пряжа. Но акрил 100% только вот она. Вот это вот. Вот это. Это у меня как раз вот
Бриллиант. Это вот хлопок. Что за пряжа, не знаю, но это хлопок. Вот остались вот эти моточки, но я их не перематывала, я просто их отделила, и все, они у меня будут в таком виде находиться. И вот это вот акрил. Вот. О, сколько! Тут, наверное, даже если по 100, ну, тут 1,5 килограмма точно есть. Вся пряжа, я думаю, что кроме вот этой, это хорошее, помню, что это хорошее было. Вот это, Марвел, конечно же, я оставлю. Вот это тоже похоже на носочек, но она тоненькая. Это точно шерсть, она даже как-то колется. Что за пряжа, не помню. Тоже хорошая пряжа. Так, тут тоже вот у меня можно комбинировать 3 кейка. А остальное все пойдет на носочки. Вот это только единственное, куда деть, я не знаю. Ну, может быть, какое-то детское изделие связать. Вот. Так что, ну, и это тоже. В принципе, здесь можно и на носочки, можно какие-то изделия вязать. Все. Вот такая борьба у меня с недовязами. Спасибо, что поддерживаете меня. И кто, я надеюсь, за кадром держал за меня кулаки, чтобы у меня все получилось. Все, всем пока-пока. До следующих подключений отчетов.